До 80% территории России – зона рискованного земледелия. Там, где погода далеко не шепчет, там, где земля далеко не чернозем. Но у аграриев получается увеличивать объемы производства. В том числе с помощью современной техники, с помощью селекции, удобрений. О компаниях, которые стараются сделать каждый год урожайным, мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Может быть, кто-то и скажет, что красота в тракторе – дело не главное. Но этот брутал из Санкт-Петербурга уж точно не оставит никого равнодушным. Сразу видно – король полей. Кроме того, что он хорошо выглядит, он может быть еще и очень умным, то есть беспилотным. Насколько все это российское и кто на них пашет с умом, мы сейчас и расскажем. После компьютерной работы конструкторов начинается работа с огоньком. Раскаленный металл 1350 градусов, литейка. Вот основа производства по полному циклу. То есть здесь сами производят детали. Именно с литья в 1801-м, это было пушечное ядро, начиналась история Кировского завода, в группу компаний которого и входит Петербургский тракторный. Работают династиями. Например, Виктор, начальник цеха, здесь с 1983 года. Ветеран труда, видел разные времена. Сейчас непростые, но... Именно время возможностей в кризис всегда можно начать новое производство. Поэтому завод сейчас занимается тем, что идет большая плановая реконструкция, в том числе и на литейном производстве. Если у нас раньше было только песчано-глинистые смеси, то сейчас и холодно-твердеющие, и присматриваемся также даже к 3D-принтеру. Опыт плюс новые технологии. За новаторство премии. Есть идея? Поделись. Цикл производства полный. Развивается кооперация. В частности, раньше был немецкий мотор, теперь... Отечественный мотор у нас производство Тутаевского моторного завода. Сейчас мы ведем активную работу с КАМАЗом. И сейчас они у себя сделали новый мотор, линейка R6. И в будущем году мы планируем как раз и их также внедрить. Завод выпускает несколько моделей тракторов. Флагман К7. Он с двигателями разной мощности. Есть у нас, так скажем, младший брат его, пятая модель, она чуть меньше, то есть пятая модель 250-300 лошадиных сил, седьмая модель от 300 до 460 лошадиных сил. Сейчас завод производит более 2500 тракторов в год, но может гораздо больше. Был бы спрос. Примерно ожидание на уровне объемов того прошлого года. Но здесь влияет, да, на спрос, конечно, и ставка ключевая. Я думаю, она влияет, наверное, и на развитие здесь предприятия тоже, да? Конечно. По данным ассоциации Росспецмаш, за 9 месяцев продажи в России сельхозтехники, не только тракторов, снизились на 26,5%. Аграрии говорят, важно сохранять господдержку. В Минсельхозе заявили, что субсидии Росагролизинга могут увеличиться до 12 миллиардов рублей. Помимо внутреннего спроса, экспорт тоже хорошее подспорье для производства. Мы поставляем страны ближнего зарубежья, такую как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, где достаточно лестно отзываются о нашей технике. В прошлом году объемы поставок сельхозтехники на внешние рынки стал восстанавливаться. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Минфину совместно с Центробанком проработать меры дополнительной поддержки экспорта. В этом плане показателен опыт Российского экспортного центра. В его арсенале много мер поддержки, от обучения и участия в выставках до компенсации затрат на логистику. За 10 лет помогли более 70 тысячам компаний, в их числе и сельхозпроизводители. Тем более компании, поставляя за рубеж, вкладывают в развитие российской экономики, воплощают в жизнь социальные, образовательные проекты.
Это во время рабочей встречи обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Хочу поблагодарить вас, как руководителя Российского экспортного центра, за ту огромную работу, которую вы проводите. Вы знаете, мне кажется, он сейчас востребован как никогда. В условиях санкций, в условиях ограничений нужна поддержка нашему бизнесу, который производит абсолютно конкурентные товары в разных сферах. И не всем удается пробиться, что называется. Я хочу подчеркнуть, что несырьевой энергетический экспорт важен для нашей страны не только как драйвер экономического развития, это серьезный социальный драйвер для нашего развития, и это очень важный геополитический элемент связанности России с мировыми рынками. Это серьезный фактор развития конкурентоспособности нашей продукции. Взять те же тракторы. Если помочь компенсировать затраты, чтобы не проигрывать по цене на внешних рынках, машина конкурентоспособная. Современная, к трактористу дружелюбная. Сиденье с пневмой, чтобы на ухабах не трясло. Музыка, кондиционер, холодильник. Можно даже джойстиком управлять. Автопилот. Для этого есть система Кировец Агропилот, которая за него эту работу выполняет. Он задал маршрут, нажал кнопку, и машина самостоятельно управляя. И чайку. И можно даже чай попить с удовольствием, да, я думаю. А ведь не тракторами едиными живет производство. Выпускают промышленную технику. Грейдеры, тягачи, снегоуборщики. Завод готовится предложить новые модели. Трактор мощностью 600 лошадиных сил. И вторая разработка связана с импортозамещением. Это замена классического трактора мощностью 350 лошадиных сил для работы междурядья. Нужны кадры. Решая сложный вопрос, завод сотрудничает с вузами, колледжами, развивает целевое обучение. Важно, чтобы система образования могла подготовить специалистов. Вот увеличили контрольные цифры приема в колледже. Но это 3100 дополнительных студентов за 2 учебных года. Вот сформировали 7 образовательно-производственных кластеров по федеральному приоритету и программе «Профессионалитет». Открыли в 2024 году 4 образовательных полигона по кластерному принципу и первый образовательный завод совместно с силовыми машинами. Это впервые в России. Запустили программу обновления материально-технической базы колледжа. Ну а дальше также пойдет речь про новые технологии, которые помогают в сельском хозяйстве. Отправимся в Омск. То, что за беспилотниками будущее, в принципе, очевидно. И сейчас даже речь не о военном применении, а, например, о таких самолетах с вертикальным взлетом из Омска. Они могут быть полезны, например, в геодезии, в наблюдении за транспортом или в строительстве. Сфер применения много, и сейчас мы расскажем подробнее. Производство гражданских беспилотников появилось на свет 2 года назад, как подразделение компании, которая уже профи не только в аэрофотосъемке. Делает мониторинг водных объектов с помощью водных беспилотников и занимается именно созданием картографических ортофотопланов, цифровых моделей местности. С ростом сложности задач выросли и потребности. Решили не покупать беспилотники, а сделать свои. Энтузиасты собрали гибрид самолета и квадрокоптера. В воздухе он может находиться более часа, а взлетно-посадочная полоса ему не нужна. Модель разработка, мы его еще даже никому не продавали, еще даже себе. Мы его сейчас включаем только сертификат эксплуатанта. Предыдущие модели уже показали себя в деле. Например, в сельском хозяйстве с высоты птичьего полета хорошо видно самочувствие земель. Как на ладони зоны подтопления. При строительстве можно составить 3D-модель города, создать цифровой двойник предприятия. Наблюдать можно не только с воздуха. Катамаран уже в автопилоте, все проходит, и мы получаем глубины, донные отложения, берега, где там обвалы, разрушение, эрозия идет. А еще в стране создается единая система идентификации беспилотников. Тестируют в том числе на омской продукции. Вот это? Ну, вот он модуль, он называется ADBC или по-русски АЗНВ. Испытывают и вот такое крыло вертикального взлета.
запустили, она у нас даже летала и даже пыталась садиться. Но вот это вот все, что от нее осталось после тестов. Вот сейчас мы тестируем вот такую. Она сделана просто из пенопласта. крылышки до ножки. Да, мы чуть-чуть сделали ее пошире крылья, думаем, она будет более устойчивой. Хотят расширить производство. В области как раз открывается Центр беспилотных авиасистем. Появится там 2000 площадей, на которые мы сможем зайти и сделать там производство. Ну, пока ждем, когда это случится, и будем рассматривать этот вариант. Компания из Омска смотрит и на зарубежные рынки. Получили добровольный сертификат «Сделано в России». Программа продвижения от Российского экспортного центра помогает разместиться в торговых павильонах за рубежом, выйти на маркетплейсы, участвуют в бизнес-миссиях и выставках. Например, в Шанхае недавно открылась международная выставка импортных товаров, где под брендом «Сделано в России» участвуют 78 компаний. Перспективы на этом рынке хорошие. Недавно, во время рабочего визита Михаила Мишустина в Поднебесную, была встреча с председателем КНР, заседание глав правительств двух стран, подписан ряд документов. Итоги подвели уже в Москве. О гуманитарном сотрудничестве, спутниковой навигации, об инвестициях в нашей экономике, и в сферу энергетики, в сферу транспорта, о цифровой экономике. Было принято много решений по расширению допуска на китайский рынок российской сельхозпродукции. Мы продолжим работу по всем ключевым секторам сотрудничества с Китаем. Товарооборот сельхозпродукции за 9 месяцев этого года прибавил 10%. В лидерах мороженая рыба и рапсовое масло. Кстати, РЭЦ за 10 лет поддержал поставки на сумму свыше 18 миллиардов долларов. К сожалению, для нас, конечно, часть рынков с 2022 года была потеряна для наших экспортеров, и определенная работа по переориентации, по поиску новых экспортных возможностей стала вынужденным действием для наших компаний. Сейчас порядка 85% в портфеле компаний составляют рынки дружественных стран. И здесь такая экспортная стратегия заключается в том, чтобы не потерять эти рынки, не поддаться на влияние наших конкурентов. Развивается сотрудничество и в науке, в создании интеллектуальной техники, точного земледелия. Есть проекты Тимирязевской академии и Китайского сельхозуниверситета. А дальше история из Москвы о том, как полезная цифра помогает сельскому хозяйству. Как вырастить хороший урожай? Или, например, как повысить производство молока? Или как обучить агрария? Или рассказать ему о возможных мерах господдержки? Как защитить важные данные? Всему этому в помощь российские цифровые решения от компании из Москвы. Сейчас узнаете все подробно. Буквально года 3 назад многие IT-решения в сельском хозяйстве были иностранными. Угроза для безопасности данных. И в 2023-м по директиве правительства появилась эта компания. Мы являемся единственным поставщиком для Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по развитию и эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационной безопасности. А вторая наша страна, мы отраслевой центр цифровизации, мы собираем экспертизу отрасли, создаем отечественные решения. Сразу к примерам. В начале лета на рынок вышло вот такое решение. В Татарстане мы сделали совместно с нашим партнером Ростелекомом и компанией РИФТС цифровую платформу по сбору данных с частных метеостанций. Система фиксирует опасные природные явления, активность вредителей на полях. Данные помогут аграриям доказывать страховые случаи и получать выплаты. Сейчас отмечу другое наше решение про агроакадемию, которую мы выпустили буквально в октябре месяце. Это система, в которой подключают сейчас студенты и преподаватели, но прежде всего агровузов, и могут пройти обучение как по цифровой трансформации, так и по работе с государственными информационными системами, что для нашей отрасли очень важно. Минсельхоз, Россельхознадзор и Росрыболовство используют 33 госсистемы. Там и про семена и удобрения, про животноводство и про земли. Чувствуют себя как рыба в воде в этом информпотоке, помогают тренажеры. Поддержку фермерам и платформа «Агропорт».
Вот буквально в декабре мы ее уже выпускаем в промышленную эксплуатацию. Это будет такое единое пространство, где любой наш фермер может увидеть все цифровые решения, которые сейчас есть для нашей отрасли. То есть такой навигатор для того, чтобы аграрий не чувствовал себя испытателем цифровых решений, а получал в отраслевом центре компетенций проверенный продукт. Как пример, молоко 2.0. Наша отечественная система по управлению стадом крупного рогатого скота, и уже она тиражируется на отрасль. И на текущий момент порядка 20-30% увеличения надоев они считают по своим фермам. Еще пример. Агрохолдинг «Домате» на производстве, где чрезвычайно важна стерильность, использует искусственный интеллект. Он следит, как тщательно сотрудник моет руки. Другие разработки помогают в управлении предприятиями. Управление растеневодческими предприятиями, где увеличивается урожайность от 5 до 20%. То есть это прям серьезные показатели. Искусственный интеллект помогает бороться с болезнями растений, вредителями, дает прогнозы по урожаю. Создаются системы для экстракции масла, жировых комбинатов, сахарных. Свои разработки компания в октябре представила на выставке «Золотая осень» в Тимирязе в центре. Говорят, что данные — это нефть, золото, платина 21 века. Вот если вы позволите, я могу перефразировать, что это кузница, житница продовольственной безопасности, чистой воды 21 века. Потому что на сегодняшний день предиктивная аналитика и возможности искусственного интеллекта, вообще совокупности данных, агрегации данных будут 100% помогать очень эффективно работать в сельском хозяйстве, вообще в промышленном комплексе. Спасибо за эти решения, вам удачи. А в ВПК России пока примерно 40% компаний используют цифровые технологии. Задача к 2030 году довести эту цифру до 90%. Видя перспективы, компания собирается переезжать в офис попросторнее. Мы сделали огромный рывок, и рывок как в создании отечественных решений, так и в возникновении на них спроса. Цифровизация — это инструмент, который должен позволить нам повысить объем производства и снизить себестоимость. Есть и экспортный потенциал. Это кибербезопасность, это различные IT-решения, это беспилотные средства, как авиационные, так и автомобильные. То есть это различные новые, зарождающиеся новые отрасли нашего технологического лидерства, в которых мы видим очень важную связку как с развитием этих отраслей внутри нашего рынка, так и с обязательной связкой с экспортом. Не против инноваций герой нашей следующей истории из Омской области. Буренки доются, урожай колосится и собирается. Все идет как положено в аграрной жизни одного из крупнейших сельхозпроизводителей Омской области. Но для развития страны и продуктовой безопасности нужно больше. Необходима селекция. Чем это предприятие активно и занимается. Сейчас узнаете подробнее. Более 4000 голов скота, если вместе все хозяйства взять. Доим мы более 90 тонн молока в день. Заниматься сельским хозяйством в сибирском климате уже вызов. На этом племзаводе вывели свою, более стойкую к холодам породу коров. То есть они выросли по продуктивности, выросли по привесам, выросли по массе одной головы. Растут и посевные площади, где появляются новые сорта. Работаем мы омской селекцией. Что касаемо по пшенице, даже на наших полях был выведен сорт Павлоградка, назван в честь нашего районного поселка. Ну а чтобы заниматься плодотворно этими делами, мы построили такой элитный семенной комплекс. Субсидию получили от государства в этом направлении. А чтобы зерно не пропадало, сушильный комплекс пережил серьезную реконструкцию. Раньше там это англичане поставляли, там еще кто-то поставлял такие сушилки. А сегодня Воронеж. Ставка на российскую технику, трактора, комбайны, машины для внесения удобрений.
перешли на средства защиты растений российских компаний, как правило, 70%. Удобрения 100% наши российские. Ну а чтобы было кому работать, а удержать население так просто, важно создавать условия. У нас сохранены и детские сады в деревнях, и школы сохранены, и дома культуры, клубы сохранены. Вот. Что касается, даже сегодня помогаем своим работникам приобрести жилье. И все это для того, чтобы производить и продавать больше. Чтобы повысить спрос, аграрии предлагают, почему бы не продать уже многолетнее зерно из госхранилищ за границу со скидкой и не взять свое, новое. Мы вам продадим это зерно по этой же самой цене, и тоже, для государства какая разница, и то же самое количество зерна лежало бы на этих элеваторах. Но спасли бы нас, и торговля пошла бы. Развивать торговлю стараются и внешне. Поставляют в Казахстан, в Китай. Поддержка логистики весьма востребована. И в новом нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» она осталась. Здесь мы будем создавать новые транспортные коридоры, и на это будет направлена субсидия логистическим операторам. Мы уже в этом году ее запустили, собрали такую информацию с рынка, поняли, в какую сторону нам нужно ее доработать, и со следующего года, уверен, она заиграет новыми красками. Вклад российских аграриев в мировую продовольственную безопасность большой, но внутренний рынок в приоритете. Интересный пример есть на Камчатке. Камчатка – регион с непростой транспортной доступностью, которая, конечно, влияет на цены, в частности на продукты. Чтобы огурцы и томаты не стоили как чугунный мост, была построена вот эта суперсовременная теплица. Посмотрим, как устроено вечное лето среди вулканов. Важный для региона объект, создав более 100 рабочих мест, построили в чистом поле меньше, чем за 2 года. Тепличный комплекс построен на средства инвестора, но действительно господдержку мы получили в первую очередь благодаря тому, что мы расположены на землях ТОР, нам предоставили земельный участок. Для резидентов территории опережающего развития еще и льготы по налогам и социальным выплатам. Кроме того, для всех резидентов ТОР была построена дорога. Но построить еще полдела. Нужно было наладить сложное оборудование, чтобы в автоматическом режиме поддерживать климат, управлять светом и гидропоникой, точечным поливом субстрата. Мы сами готовим для них тот раствор поливной, который им нужен и который нужен нам для того, чтобы получить нужное качество плодов, нужный вкус, нужную скорость созревания. В итоге появились стройные ряды томатов 3 сортов и 2 вида огурцов. Плюс еще перцы. Пока немного, идет эксперимент. Они, пожалуй, такие же сладкие, как черри или даже слаще. В тепличном комплексе подчеркивают, с вредителями борются не химией, а с помощью полезных насекомых. Могу вот прямо сорвать томат и его попробовать? Да. И поверьте, он будет вкусным. Главное, полезных насекомых не наесться, да? Не волнуйтесь, они вас уже испугались и убежали. В этом году соберут 2800 тонн овощей. В следующем в плане больше. Весь урожай в тот же день идет на камчатские прилавки. Благодаря поддержке инфраструктурной налоговой мы смогли реализовать большой для Камчатки тепличный комплекс. 60% потребностей в огурцах и помидорах он закрывает. И уже сейчас мы видим, цена в 2 раза упала. Двукратное сокращение цены для жителей Камчатки, труднодоступного региона, где часто помидор больше редкость, чем наши продукты исконные. Это серьезно, это на самом деле ощутимо, и все сейчас мы видим эффект от этого. Опыт вполне можно тиражировать, чем группа компаний и занимается. Суммарно у нас 64 гектара тепличных площадей. Это тепличный комплекс в Республике Коми, в Чувашской республике и в Пермском крае. Мы являемся частью тепличного холдинга «Теплицы региона».
Например, в республике Коми площадь теплиц почти 12 гектаров. И хотя на Камчатке существенно меньше, социальный эффект большой. Пример, который вполне можно отнести ко всем героям нашей программы, где каждый, будь то крупный завод или малый бизнес, вносит свой вклад в масштабное дело продовольственной безопасности.